Всем привет, с вами Татьяна Бугай и полосатая коробка. В этом видео я расскажу вам о том, как шить миниатюрные вещи вручную. Часть первая. Инструменты и материалы для шитья вручную. Я шью бисерными иглами. Их преимущество в том, что они тонкие, острые и легко прокалывают практически любой материал для миниатюр. В то же время их минус в том, что они довольно быстро ломаются, особенно при работе с тяжелыми материалами, поэтому их удобно закупать пачками. Бисерные иглы отличаются по толщине. Для основной работы я использую, как правило, номера 11 и 12. Марка может быть любая, какую получится найти в местных магазинах, ничего особенного здесь не требуется. В настоящее время я работаю иглами от Гаммы, вот в таких пачках. Для тяжелых материалов или при прокалывании нескольких слоев ткани пригодится наперсток. Я использую самодельный наперсток из кожи, так как он более щадящий к тонкому ушку бисерной иглы. Можно сделать наперсток как из натуральной, так и из искусственной кожи. Внутри наперсток скреплен скобами при помощи степлера. Для вдевания нити может пригодиться нитевдеватель, также любой доступный. Что касается ниток. Выбор ниток очень большой, и я покажу основные варианты по толщине. Для начала вполне подойдут обычные нитки типа «Идеал» или им подобные. У них в целом приемлемая толщина, стежок получается фактурным и заметным. Они наиболее доступны как по цене, так и по находимости, и это их главные плюсы. Из более профессиональных и тонких ниток я люблю использовать Гютерман. Белая катушка – это обычные универсальные нитки, а зеленая с меткой М202 – это нитки для деликатных тканей. Это самые тонкие нитки у Гютерман в виде таких маленьких катушек. Есть еще тоньше, но в виде бобин для оверлоков. Состав ниток – полиэстер. Тонкие нитки более аккуратно выглядят в работе, но и менее доступны. Помимо Гютермана есть ряд других марок – Меттлер, Мадейра, японский Сумико и так далее. Любой выбор будет одинаково удачным. Вот так выглядят толщины в сравнении. Для сметывания я использую советские шелковые нитки. Они тонкие и легко скользят по ткани, а также достаточно непрочные, чтобы их было легко вынуть обратно из ткани. В принципе, для этого можно использовать и любые обычные нитки, например, те же «Идеал». Также вместо сметывания можно использовать скалывание булавками. И то будет играть роль временного скрепителя.